Оказался, я не знаю, в какой-то игре, в каком-то пейнкиллере. Этот зеленый, старый, добрый, ламповый монстр. А вон тут продолжение банкета. Нормальное обновление техники. Давайте-ка немножко отсюда сваливать. Доблестные писы почему-то перестали лаять. Видимо, не ведемся. Здесь тоже интересно. Вот такой вот телефон двусторонней парковой связи. Здесь проводочки вроде уже целые. Теоретически мог бы быть рабочим. Вот такая вот небольшая здесь станция. Оттуда мы пришли, туда идет в сторону дробильно-обогатительной фабрики и карьера. На закономерный вопрос, а чем все это питается, а за чей счет гуляем, могу вам показать вот такую тяговую подстанцию. Собственно, там вот идут фидеры и на контактную сеть, а там внутри трансформаторы. В принципе, что-то приходит, переделывается в 600 вольт. Тем и богаты, тем и рады. Такая вот станция, в принципе, небольшая. Там лают собаки, мы не будем особо внимания привлекать. На другой стороне стоят вот такие вот огромные исполины, экскаваторы. Работают ребята на электричестве. Привод у них тоже там, электродвигатели стоят. ЭКГ-5, что ли, они называются у них по объему ковша. Идет градация, там 5 и так далее. А вот эти вот столбы контактной сети, это идет железнодорожная линия, ну уже широкой колеи, РЖДшная, на Бакал. От станции Бердяуш, да, от станции Бердяуш на Бакал. Собственно, в Бакал мы еще поедем, там тоже очень интересная ветка. И, собственно, здесь поезда туда и идут. Тоже ветка несколько необычная, но про это будет отдельный ролик. Ну а мы, полюбовавшись на экскаваторы, дойдем. Где же заканчивается эта узкоколейка? Потому что карьерную мы уже с вами, получается, прошли. И, честно говоря, много путей уже снято и недействующие. Вот посмотрите, остатки шпал, вон растяжка еще видна, контактная сеть. Там опора контактной сети уже без провода. То есть есть некая тенденция к угасанию, ребята. Оно все-таки деградирует потихонечку, потому что пути просто так не разбирают. Значит, наверное, падают объемы перевозок. Тут сложно сказать. У кого-то прям вот так вот спрашивать, вам на ютубе показывать, наверное, не стоит. Но как бы то ни было. Ну, здесь, я так полагаю, тупичок. Приходит состав. И здесь можно как бы обогнаться. Вон один тупик. Да, и там второй. На электровоз и 4 вагона. Очень интересные здесь, к слову, тупики. Ребят, очень интересные. Это еще более-менее классическая тупиковая призма. Но посмотрите, как тут знак стоит заграждение. Кстати, он стоит неправильно. Вообще-то горизонтальная линия должна быть по горизонту, а не быть вертикальной. Да, горизонтальную сделали вертикальной. Вот такой вот интересный тупиковый упор. И камушек сзади, ребят. Оцените его размеры. Да, внезапно нашел такую стелу. Комбинат магнезит. Горный железнодорожный цех. Ну, наверное, горный. И внезапно, та-дам, РЖД. Привет. Ну, теперь пойдем в сторону дробильно-обогатительной фабрики. В идеале бы посмотреть, как думкары грузят. Здесь у нас предупреждение было, что нет габарита. Короче, идем аккуратненько. Ну, ездят поезда. Я думаю, мы пройдем как-то. Хотя вот эти листы металла, которые играют над высотой. Ну, как бы убиться, может, не убьюсь, но поломаться есть вариант. Ладненько, пойдем. Главное, камни не скидывать, вдруг на кого-нибудь там внизу упадет. Немного жутко. Габарита.нет. Идем. Да. Электрифицированная узкоколейка, двухпутный перегон. Идем по... Бляха-муха, как же это очково. Идем по мосту над ширококолейной железной дорогой. Вон там уже 2 желтых верхнемигающих. Готова станция принять поезд. Поезда пока не видать. Ладно, не хочется здесь особо задерживаться. Там какая-то техника работает. Ладно, идем дальше, ребята. Да, на широкой колее вон как все закрыто мощными листами, чтобы ни в коем случае никакой камень не попал на проходящий поезд на пути. Там где-то лают собаки, бегают. Очень странное место, ребята, очень странное.
А так выглядит мост через карьерную дорогу и речку Большая Садка. И нам по нему сейчас необходимо пройти. Там тоже пишут, что нет габарита. Но, честно говоря, здесь какие-то жидкие объемы-то перевозок. Ну, по крайней мере, до карьерной. Как-то нам встретилось это всего 1,5 калеки. Один поезд мы прям грузовой видели. А второй, так это вообще для обслуживания пути хозяйка, летучка. Так что, конечно, задерживаться не будем, но... Так, блин, как же очково-то по этим штукам идти, ребят. Твою мать. И, кстати, можно посмотреть на речку вид сверху. Она-то не глубокая. Да, то есть, если туда упасть, это поломаешься весь, руки, ноги, еще и захлебнешься. Выплыть оттуда... Ну или да, или позвоночник сложится в обратную сторону, и голова останется все-таки над водой. Да, сплошной позитив. Ну, так-то красиво, все каменное. Течет вода, какие-то отвалы, какие-то трубы. Монументально. Так, ладно. Отличный вариант спасения на случай проходящего поезда. Красотень. Ладно, пойдем дальше. Как-то, знаете, спокойнее топать по шпалам. Ветра сильного нет. Приближающийся поезд мы сзади услышим. Поглядываем, конечно же, порой. Интересно посмотреть, как проходит сама погрузка. Там наверняка огромный экскаватор грузит вагоны, электровоз их протаскивает. Там, по идее, должна быть и боковая контактная сеть. Ведь смысл боковой контактной сети как раз в погрузке в вагон. Ну, потому что центральная контактная сеть, которая наверху, логично, что она будет мешаться. Боковая, она сбоку. Там такой тыкоприемничек в бок тык отходит. Все, и можно спокойно грузить там. Или транспортером, или экскаватором. Ну, в общем, где как. В зависимости от технологического процесса. Так, уже какой-то светофор виден. Причем, что интересно, одна головка. Очень похожа на какую-то повторительную головку. Как будто предупреждает показания основного. Куча камней. Здесь, похоже, нехило так вода течет после дождей. Машина едет. Да. И нам с вами куда-то туда. Вон там по центру вдали возвращается поезд груженый. То есть погрузка где-то там. Расходится все это дело с картами. Прямо отсюда слышно, как двигатель. Вот, ребят, почему я вам постоянно говорю: подписывайтесь, не ходите туда, куда мамка не пускает. Ну вот, явный вам пример. Вы думаете, он увидит и остановится? Сейчас. А вот и дробильно-обогатительная фабрика, точнее ее станция. Здесь мы идем с главной, с карьерной, куда мы попали от депо, а туда идет якобы на погрузку породой, магнезитом. Но почему-то погрузка была где-то там. Туда я предлагаю нам не идти, и, честно говоря, рельсики-то немножечко проржавели. Видимо, погрузка сейчас происходит где-то в другом месте. А я предлагаю пойти и докопаться до доброго машиниста, который нам подудел, за что ему отдельное спасибо и лайк, вот лично от меня. Если вы смотрите это видео, спасибо большое, было действительно очень приятно. Попробуем попроситься прокатиться в кабине. Такой техники мне еще ездить не доводилось. Я думаю, большинству зрителей моего канала тоже. Станционное здание. Красивое в виде башенки. Две лестницы с разных сторон. Здорово выглядит. Вполне себе монументально.
И, кстати, это не единственный поезд. Вон там дальше еще синенький электровоз. Судя по всему, уже прошедший капремонт. А этот old school. В общем, интересно, ребята, интересно. У них здесь, походу, очередь на разгрузку. И вот этот вот путь, он уходит туда, это левый путь. Там, видимо, тоже происходит погрузка. То есть с двух мест везут. Получается так. Здесь, видимо, сваливают в бункер, поднимается и идет дальше по технологической линии. Тоже здесь куча всяких заводов. Кто шарит, пишите вообще, что это такое. Очень классно, очень красиво. Эх, ребят, да чего ж техника хороша, а? Столько лет назад выпущена, 60-е годы, ну даже 50-х годов разработка, а до сих пор и на ходу, и вполне себе живет, и эксплуатируется. Любо-дорого смотреть. Эти запасные, ну как, мало ломаются же. Ага. То есть сейчас в работе всего 2-3 электровоза на линии? 2 электровоза. А, 2 электровоза? Да. А, ну зато целый день, круглые сутки. Да. То есть постоянно? Постоянно. Ага. А это белый, значит, это магнезит тот самый? Да. Я просто от геологии вообще вот где-то далеко. Поэтому тут все интересно и необычно. По буксам. Как эта техника по буксам себя ведет? Это же вроде такой уже, такая древняя технология. Да нормально. То есть залили и вперед, и внимания не требует. Ну, да, тут скольжение, а вагоны уже это самое. Ну это новые, которые пришли. Вот новые вагоны, да. Там. Ага. То есть не горят они, ничего. Ну вот на вагонах и горели в свое время, да. А с вами еще что, можно будет на погрузку съездить, посмотреть? А, спасибо огромное. Вот он, ребят, магнезит. Вот так вот он и выглядит. Это к вопросу о породе. И, к слову, вагончики-то все новые в эксплуатации. И электровозики обновляются. Конечно, вот эти промышленные виды просто завораживают. Удивительно. Ну и вот он, новый электровоз, прошедший капремонт. Уже и прожектор светодиодный, и токоприемник нормальный, ровненький. Как интересно, буферные огни защищены просто сеткой. А вот как происходит разгрузка. В общем, один вагон разгрузили, протаскивают. Вагоны, смотрите, новые, камбарские. Старые, видимо, уже не везде используются. Следующий подошел. Такая красота. Так оно и происходит. И попадает туда, там, видите, такая дробилка. Интересно как, первый, последний, и начинают дальше с конца. Так, отойдем на безопасное расстояние. Ведь, ребят, если вы решите каким-то образом попасть на промышленные объекты, сделайте все, чтобы с вами ничего не произошло. Вы представляете, какая будет жопа, если с нами что-то случится? Это все-таки охрана труда на предприятии, это во главе всего. Ну, по идее. И вот следующий пошел. Вот так оно и происходит. Вот в такое жерло попадает. И по ленте транспортерной медленно-медленно уходит дальше туда. Жутко выглядит, конечно. Шумово.
Компрессор молотит, что из сил. Конечно, такой расход воздуха здоровый. В общем, ребята, оказывается, работают днем 2 состава, ночью аж 3. Вот так вот. Сейчас на днях должен прийти 3-й электровоз после капремонта. Поэтому сейчас строится один старичок, один откапиталенный голубенький, рыженький в депо стоит. Ну, какой-нибудь придет, может, и зелененький. Это уже, я думаю, любители из Челябинской области отфотографируют все крепко и как надо. А так, да, 3 состава. 3 состава из новых вагонов сейчас в работе. Старые вагоны, видимо, все отставлены. А вон тут постукивалка есть небольшая. Слышите колокольчик? Конечно, да. Еле-еле слышно, но хоть так. Так что насчет отсутствия звукового сопровождения хвоста я немножко ошибался. Ну, сорян. И вот видите, автотормоза. Из тормозного цилиндра шток вышел. Все вагоны тормозные, потому что здесь уклоны. Жуть какая. Я забирался наверх, подустал. Красотенежка, правда? Заодно можно немножко электровоз рассмотреть. Отличительная особенность — это такие защитные козырьки над рукавами. Когда идет погрузка, если камень падает, он хотя бы по крану не попадает. Такая огромная палуба на броне. Конечно, на ней прокатиться желания нет никакого. Прям рядышком контактный провод, 600 вольт по стоянке. Как бы убьет, о чем символизирует вот эта вот табличка. Не влезай, убьет. И она не врет. И она не врет, надо признаться. Боковой токоприемник. Их здесь 2, на каждой стороне свой, потому что они отводятся в одну сторону. Это, собственно, как мы смотрим. Этот боковой токоприемник отходит на правую сторону, поворачивается. Ну и там шина идет уже к общему вводу. Тот, соответственно, тоже на правую сторону, но в другую, при другом направлении движения. Такой вот полос, пружинки, они тоже поднимаются. Ну а здесь видно, такая шина токоведущая заходит в недра. Собственно, в этих недрах и располагается вся аппаратура для управления этим зверем, этим вепрем немецким. Техника максимально олдскульная, я думаю, вы видите по размерам. Вот такая вот фольга, вот мой палец в 2 раза толще. Техника лютая, наверное, поэтому она и продолжает жить. В конце концов, запас прочности у нее просто титанический. Знали ли вообще конструкторы, которые ее создавали, что она будет настолько долго служить, работать? Я думаю, она свой ресурс выработала уже раза в 2-3. Но, тем не менее, продолжает жить, продолжает приносить пользу. Удивительно, ребят, просто удивительно. А мордашка-то какая добрая. А это, ребята, компрессор в естественной среде обитания. Техника любит ласку и смазку. Работает же. Нормально. Раньше капиталку же здесь у нас сделали, а сейчас уже увозят. Угу. А куда увозят? Ну, где-то в Свердловск, под Свердловск. Вот туда. Ну, что-то куда-то туда. Что-то говорили, я просто забыл. Ага. Тут же Челябинский есть электровоз ремонтный. Ну, там странно, они уже, что там нет. уже по другим. Там ну, как бы да. Да, ширококолейные. Угу. А эти уже как раритеты, уже вот какая-то фирма взялась. Вот, одну машину, вот 119, который был, сколько она? Ну, долго она не могла выйти на линию. Только выйдет, раз то БВ срабатывает, то еще что-нибудь. Ну, короче, вот так вот. Капризы. Капризная, да, была. То, компрессор только, раза 3, наверное, увозили обратно. Потому что мы не имеем права ремонтировать. Гарантия. Их гарантия, да. Да. Вот и компрессор привезут, а у них колом встает здесь, и все горит. Обратно увезли. А потом, по-моему, наши так и доделали. Наши знают, и компрессора все знают эти. А компрессора еще немецкие стоят? Нет. Нет? Нет, это модернизированные все. Тут от немецкого-то кроме кузова что-нибудь осталось. Стекла иногда были. А, стекла иногда? На этом-то нет, наверное. Стекла менят. Вот, а то это родная лейба была там. Такая на стеклах. Круто.
Зимой-то справляется калорифер? Что-то я смотрел, там одна штука, я только один приметил. Зачем? Тут печек. Вон, зайди, посмотри. Все в печке. Ну-ка. А, вон калорифер. О, да. Ой, пахнет-то как, а. Запашок. Ты мелкий был, в электровозы чешские заходил, там ЧС-2 были. Там тоже аромат был такой прям техники. Да, железом пахнет. Железом, да, настоящим. Баранка, конечно, шикарная, прям как капитанский штурвал. Ну вот баранка родная. Баранка, да, наполированная древесина руками, прям как это, как рукоятка ножа, хоть в этот можно Златоуст продавать. А вот я правильно понимаю, что вот это своячок, а это уже большой кран на вагоны? Нет, Это тормоза? Нет, вот это самое, блин, как бы. Как же? Вот это кран машиниста. Короче, в нем 7 положений. Так. Он и вагонами тормозит, и машиной тормозит. Ну, то есть и тем, и другим. По отдельности нет. По отдельности. А, то есть и отдельно машину может затормозить электровоз, Да, и отдельно вагоны. Вот, видишь, вот машина затормаживается. Ага. Вот вагон затормаживается. А, нифига себе, то есть он комбинированный. Да. Вот те раз. То есть и свояк, и поездной. А мелкий-то какой? Ёкарный ты бабай. Ага. С ликвидацией сверхзарядки, с первым. А это тогда на что? Это песок. А, это песочница? Да. Ё-моё. Офигеть. Вот уж действительно техника на грани фантастики. А скорость электронная показывает или не работает? Да. Скоростимер не работает уже? Скоростимер отключен, на тех вот стоит скоростимер, все подкручено. А тут вот он скоростимер, Ага. но он как же... Это GPS-ный же, по-моему. GPS-ный, Ага. да, он отключенный, короче. А так все работало, да, и этот работал. Ага. Это, ребят, компрессор заработал. Собственно, высоковольтный шкаф 600 вольт. Нет, высоковольтный вот. А, еще и сзади есть. Во. Здорово. Ну, раньше в свое время по 6 вагонов возили, и вот это горело постоянно. Ага. А здесь в контроллере, я так понял, вал, кулачки, вот это вот. Ну, он непосредственно 600 вольт переключает на движки или он релюхами управляет? Нет, 600 вольт. А, то есть здесь Тут вот непосредственная система управления. Да. Эти 600 вольт, эти 600 вольт, эти 600. Ничего себе. Да, представляете? Если горишь, то в окна прыгаем. Ну, как бы да. Представьте, ребят, здесь 600 вольт. И самое главное, как и на шахтных электровозах, так же, как и в шахте, здесь тоже контроллер, непосредственная система управления. То есть те кулачки, которые он переключает, они же коммутируют силовую схему на тяговые двигатели. А рукояток тут так много зачем? Одна реверсивка вперед-назад. Да. А вот это? Это тормозной. То есть, у него же электрическое торможение есть. Да. А он как, в контактную сеть рекуперирует или Не, тут не рекуперирует. на реостатах? Реостатная. Это те, которые спереди, да? Вон они. Сопротивление. Сопротивление. Вон сзади. Там у нас компрессора, сзади сопротивление идут. Ага. То есть там они под броней, получается, в капоте? Да, все внутри, все компактно. Ага. Понятно. Все под крышками. Да. Вот такая пневмопанель, друзья. Тут уже тоже. По-моему, кто-то рассказывал, даже в Америках продают такие, как драгоценный камень, сколы вот этих вот слоев краски с поточной линии автомобильных заводов. Там, значит, все вот эти слои, как машину одного цвета красили, другого, оно наслаивается, и там как такой получается, как драгоценный этот. Здесь драгоценность куда ни плюнь. Все вот эти ручки кранов, все покрашено по нескольку раз. И синие, и красные были. Кабина тоже была когда-то и синяя, и, видимо, белая, а сейчас она просто металлическая. О как. Людь, друзья мои.
Вот такая техника. Но самое интересное, вид-то есть. Вот отсюда все, в принципе, отлично видно. Другое дело мастерство — это подъезжать и как-то на ощупь к вагону цепляться. Но тут уже как бы жопой надо машину чуять. И это есть мастерство в каждом деле. Ну, конечно, штурвал контроллера прям ух. Это можно с любой точки стоять и управлять электровозом. Ну, как-то так. Реверс на нуле? Тормоза поставил. На тормоза, ну-ка. Ё-моё, послушайте звук. И указатель такой вот. Здесь все позиции есть. Чем-то CS2 напоминает по принципу. Так, и 0. Все, уперлось. Ага. Да. Оп. Механика, друзья мои. Механика. Так что ценим такую технику, и очень здорово, что у нас получится в ней прокатиться. Это низкий поклон господину локомотив-фюреру за такую уникальную возможность. Техника максимально бронебойная, особенно вот эти окошки нравятся. Ага, тут еще смотрите, тут его еще и подзакусывает. Это вот так вот, хоп, и держится за счет трения вот этого вот усика сверху снизу, сверху снизу. Ну что, Михалыч, разгружаем. Сейчас будем ставить на разгрузку. Разгружаем с хвоста. Вот так работает механика откидного борта. Ну все, теперь можем... Ты что, один тут управляешь? Он нам красный, до светофора. Вот, ребят, нам дожгли зеленый. И мы поехали. Это не в вагонах кататься. Да. Тут все шумит, гремит. Олдскульная техника, все серьезно.
25-26 средняя скорость. Так что, ребят, как я вам говорил, по таким местам лучше не шляйтесь. За броней, за реостатами. Ну, вроде что-то видно, а что там? Стол, человек. Знаете, маленький пстыня броню никто здесь не заметит. Берегите себя. Вот здесь сейчас происходит коммутация силовой схемы. Прямо здесь кулачками собираем режим торможения, когда тяговые двигатели по принципу обратимости машины начинают работать как генераторы. Собственно, видно напряжение, видны токи. Там тупичок, туда мы не пошли. Обычный тупик, ну что там делать? Хотя, судя по боковой контактной сети, там производилась погрузка. А судя по отсутствию провода на ней, там она уже давно не производится. Вот он, мост. Насколько здесь тесно. Заводь шины. Вон какое течение быстрое. Светофор погашен. И мы в тяге. Отвалы. Подъезжаем к другим мостам над широкой колеей. Вагоны. А там уже пути РЖД. Такая красота. Станция Карьерная. Да, пешком мы шли намного дольше. Вот такой вот вид от первого лица, друзья. Станционное здание. И вот мы останавливаемся. А теперь вагонами вперед. Ребят, звуки оцените. Станция Карьерная. А вот тут вас совсем не будет видно. Вагонов прямо в глаза. Ну как же круто-то!
Стоим, но тут даже закуривать некогда. Стоим по скрещению. Сейчас увидим нашего голубого приятеля. Слышите лязг? Вот он, 119-й. Продолжаем. Зажгли зеленый, то есть светофорная сигнализация, централизация стрелок, все работает. А здесь и было скрещение. Пивное горлышко, бутылочное горлышко. Смотрите, переход на боковую контактную сеть. Вот она уже боковая. И экскаватор на погрузке. Нам сейчас предстоит нечто подобное. Вот такие виды, друзья. Так, сейчас будем переходить на боковую контактную сеть. Оп. Вот так оно и происходит. Центрально опустили, боковой подняли. Так оно и происходит, ребята. Ух, ё! Твою ж мать! Ему дна не видать. Иисус Мария. Вот мы, кажется, подъехали. И грузить нас будут, видимо, с хвоста. Сейчас производим постановку. Оп. 3 коротких гуднул экскаватор. Все, мы встали. Позиционировали вагоны. Сейчас будет погрузка. Итак, друзья, процесс погрузки. Вот он, красавец электровоз. Вот вагоны, а вот экскаватор. Ребят, слишком близко подойти не могу, я просто очкую. Как тихо он работает, потому что электрический. Следующий пошел.
какая. Итак, все вагоны. Осаживай, говорит. Оба. Пошли вагоны. Сейчас он подскажет, когда останавливаться. А, механик сам знает. Оп, как четко. Нет, смотри-ка, тянет, тянет, тянет. И второй вагон пошел. Ребят, пока происходит погрузка, у нас есть удивительная возможность посмотреть карьер. Как сказали парни, блин, ноги бы не сломать. Не, они не так сказали. Они сказали, что там глубина около 300 метров. Вместо восхищенной обсценной лексики предложу информацию иного толка. Карагайская залежь отрабатывается с 1900 года открытыми работами. На сегодняшний день Карагайский карьер один из крупнейших на Урале. Его размеры составляют 1500 на 1200 метров при глубине 360 метров. Объем выработанного пространства составляет 205 миллионов кубических метров. А согласно геологоразведке, запасы магнезита Саткинской группы месторождений составляют 180 миллионов тонн, что обеспечивает работу комбината еще на долгие годы. Ребят, я понимаю, что, наверное, не видно, но там внизу я постараюсь как-то сейчас и приближу. Там выходит узкоколейка из шахты. Электрифицировано, видно, столбы стоят. Там тоже разгружают и на самосвалы. То есть здесь железных дорог всяких разных видано, не видано. Вот сегодня мы уже 3 увидели. Древообрабатывающая, вот это шахта, еще и ширококолейные тоже дороги. Короче, промышленность как она есть. Днища не видать. Удивительно. С другой точки, намного более, опасный, можно увидеть или не увидеть дно карьера. Вот эта маленькая букашка-какашка – это газелька. Господи, какие же размеры, просто поразительно, друзья. И небольшой бонус, как переставляется, держит свою пуповину, чтобы не перебить кабель. Вот такая вот техника. Да, нам-то с вами непривычно, но жуть.
спиной к нам. Красавец. Удивительно, конечно, что эта антикварная техника до сих пор еще в работе. Я думаю, создатели не предполагали, насколько детища будут долго трудиться и что эти детища переживут большинство своих создателей. Нам же остается только порадоваться, что мы успели застать эти машины в работе в их первозданном виде, пожелать дороге долгих трудовых лет, хорошей добычи и, естественно, экономической целесообразности, чтобы эта дорога продолжала существовать и радовать всех нас. Ну а вам же я желаю любви и мира. Всем пока-пока!